Всем привет, друзья! Вы в настоящем моменте. Меня зовут Виталий, со мной Лада. Из двора Бенедиктинского монастыря мы еще с Ладой никогда не начинали видео. Это аббатство, это древнейший монастырь, основанный еще в 1085 году, то есть ему уже практически скоро 1000 лет. Мы сейчас находимся во внутреннем дворе, здесь все очень древнее, все помещения, и есть церковь 15 века. На данный момент здесь располагается музей древности. Здесь очень много древностей нашли в пещерах, которые находятся поблизости. И в этих пещерах нашли такие артефакты, которые датируются 40 тысяч лет до нашей эры. То есть это настолько древние места, что мне даже уже как-то жутковато здесь. Не по себе. Сегодня мы с Ладой приехали сюда, несмотря на то, что по всей Германии идет дождь. На минутку он прекратился, и мы находимся возле Швабских Альп. Посмотрите на эти горы, они в тумане. Здесь просто красивенно и атмосферно. Но тема у нас сегодня для вас, друзья, тема немножко о прошлом. Чтобы лучше понять настоящий момент, иногда нужно погружаться в прошлое. Мы хотим рассказать о том, почему мы приехали в Германию, как мы здесь оказались, все подробности, потому что на нашем канале есть много людей, которые подписались недавно и не знают нашей истории, не знают причины, по которой мы сюда приехали. И многие пишут, что мы экономические туристы, халявщики, которые приехали за деньгами. Старый замок, очень интересный отель, он находится прямо у моря. Ёпта. Я вообще не понимаю, честно говоря. Крики даже. Люди бегут по улице, боятся. Я не знаю, как называются такие орудия. Вот люди, которые живут уже в боевых действиях долго, они, возможно, знают, что это. А мы совершенно первый раз с этим сталкиваемся. О, там вспышка была только что. Сначала вспышка, потом взрыв. Это прямо в той стороне, именно в той стороне есть гастроном. Ни хрена себе лупят, блин. Ирпень, район Синергии, Фортуны. О, где-то что-то стреляют. Машины едут на запад. Парковка опустела. Люди с чемоданами. Многие люди грузят свои сумки в машины и срочно выезжают куда-то. А мы не знаем, куда нам ехать. В первый же день, 24 февраля, мы оказались в эпицентре событий, потому что мы жили в городе Ирпень, который находится в 6 километрах от аэропорта Гастомель, на который высаживался десант, и мы с Ладой видели летящие вертолеты в окне напротив нас. Как-то утром на 4-й день мы сидели, пили чай, и это было 7 часов утра,
И вдруг в окне показался самолет. Это был такой огромный самолет, который выбрасывал какие-то огненные ловушки. Это было красиво. Мы подбежали все к окну и удивленно даже. Мы не видели никогда, это был военный самолет. Да, мы никогда не видели близко. Очень быстро мчащийся. Мы вообще живем под крышей в девятиэтажке. Это было практически над головой. И буквально через несколько секунд раздался такой грохот. Окна задрожали, мы с перепугу, конечно, убежали куда-то там в коридор. Это было первый раз, когда так близко что-то рядом с нами взорвалось. 500 метров от нас точно так же сидели люди, 7 часов утра и пили чай. Мы поняли, что то, что началось, это настолько серьезно, и это опасность для всех людей вообще. И тут мы задумались о том, чтобы уехать из Ирпеня, покинуть его. Но у нас не было с собой достаточно бензина. Мы же не готовились, мы не думали, что что-то такое произойдет. И Лада меня даже предупреждала, говорила, За день, да? Да, за день до этого, говорит, заправься, заедь в магазин, купи еды, потому что все-таки, информационное пространство было напичкано такой информацией тревожной. Но мы это проигнорировали, поэтому мы боялись ехать в холод на маленьком количестве бензина. Да, мы еще с мамой. Мама у нас же больная. И как бы с ней оказаться в машине, это был март, и поле где-нибудь зимой, это страшно. Через несколько дней мы поняли, что оставаться в Ирпене вообще опасно, супер опасно, потому что в Буче, всем известной Буче, за 2 километра от нашего дома уже шли бои. Уже там грохотало, пылало, и страшные события происходили. Поэтому мы все-таки решились однажды утром и вместе с колонной машин поехали и проскочили. Говорят, что мы проскочили уже Последний час. Мы понимали, что если бы мы остались, то, наверное, скорее всего, мы бы не остались в живых, или, я не знаю, или нам пришлось бы бросать машину и пешком куда-то убегать. Потому что стреляли кругом. Мы упали на землю. Солдат говорит, поднимайтесь, бабушка, и бегом за людьми. Я, конечно, там подняться на эти плиты не могла. Солдатики молодцы, вытянули меня. И тогда я опять на автобусы были на вокзал. А там тоже влезть было это невероятно. Влезла в Киеврахов. Да, в вагон. И поехала до конца. Вот это. А там волонтеры встретили, там нормально уже. Как интересно. Зеленая вода, мхом поросший домик. и вот скалы здесь такие. И в этих скалах есть пещеры. Кажется, там одна из пещер как раз и находится. Написано парк Инферботен, то есть парковаться нельзя, а заходить нельзя, не написано. Лада не боится, как спелеолог пошла туда вовнутрь. Здесь можно жить. Да? Да. Ух ты. Ты сюда не поместишься. Большая пещера? Она маленькая, она Маленькая. немножко, да. Но здесь, говорят, есть очень большие пещеры и очень древние, в которых нашли такие находки, которые переворачивают всю историю человечества. Оказывается, уже 40 тысяч лет люди создавали статуэтки, всякие вещи. И, кстати, в этом монастыре находится музей, в котором хранятся находки из вот таких вот пещер. А сейчас мы живем в мирном городе, и здесь, я как уже сказал, здесь есть все. Есть бензин, люди работают, люди, в принципе, ничего не боятся. Здесь единственное, что это иногда включают воздушную тревогу, вот сирену, и просят уйти в убежище, но такая ситуация, в принципе, по всей Украине, даже в Закарпатье, в самых отдаленных точках. Везде есть воздушные тревоги. Первое, что нас поразило просто после вот этого всего ужаса, это тишина. Просто мы наслаждались просто тишиной. Мы сидели, как воду пили эту тишину, мы поняли. Я первый раз в жизни поняла, что такое счастье. Когда тебя просто можно сидеть, смотреть живой и тишина. И этого больше ничего не надо. Тем не менее, там не было полной безопасности, потому что тревоги были и там, прилеты были и там. И
хотя это не были такие частые прилеты, как в других областях, но тоже было небезопасно. И, кстати, сейчас тоже небезопасно. Люди, которые говорят, что западные области Украины абсолютно безопасны, там нету войны, это неправда, потому что ты живешь как в рулетке. Ну Просто даже если стреляют не по жилым домам, то осколки падают по жилым домам, шахеды летят, их сбивают, они могут упасть где угодно. И каждый день мы видим сообщения о том, что гибнут мирные люди. Через 3 месяца жизни в западной части Украины мы с Ладой вернулись в Ирпень. Там уже было более-менее безопасно, уже не шли боевые действия и проведено было кое-какое разминирование. Что такой черный дом? Дом горел. Это когда пожар, тогда остается такая чернота. Когда это уже все уберут? Не знаю. Здесь такая прям гора. Это все сбрасывали сверху. Уже кто-то здесь работал, пытались вычищать квартиры. Но пока, видно, не хватает у людей денег. Да, конечно, не хватает. С таким ржавым. Такой и с такой. Конечно, у них нет денег. Людям этим теперь негде жить. Они раньше жили в этом доме, видишь, а теперь непонятно, где им жить. Но когда мы туда приехали, мы обнаружили город в таком ужасном состоянии, в котором вообще не ожидали. Жесть, какой красивый дом. Глянь. Внутри еще хуже. Я не знаю, он вообще пригодный для жизни. Ну, раз стоит, наверное, да? Ну, это эксперты должны сказать. Возможно, есть уже какие-то выводы по поводу его пригодности, но мы не знаем пока. 70% домов были разрушены или повреждены. В фильме ужасы. Это ваш дом, да? Это наш дом, да, прилетела, как нам сказали соседи, 25 марта, да, Саш? 25 марта. Вот. Ну и зажигательный, судя по всему. Все сгорело полностью. То есть это больше пожаром повреждено, чем каким-то снарядом? Ну, нет, у нас там полно дырок, и в крыше было, и вот в доме сквозные дырки. То есть это со всех сторон, видать, летело. Ну, видите, что осталось от домов крыши, вообще позгорали полностью. Вот так вот оплавляются рамы. Поднимайся. Здесь люди поубирали уже, мы можем пройти. Думаю, это железо не упадет нам на голову. Немножко глянем здесь на крышу. Добрый день. Мы с Ладой даже помогали некоторым людям восстанавливать их квартиры. В общем, было очень много повреждений, разрушений. И тем не менее мы надеялись на то, что весь этот ужас скоро кончится. И оставались там, оставались в Украине и не собирались никуда ехать. Пока не пришла зима. А зима была очень трудной. Зимой были такие моменты, когда несколько дней полностью отсутствовало электричество в Ирпене. Да, не только в Ирпене, понятное дело, в других городах. И мы тоже это запечатлели. Мы снимали, как мы купили себе аккумуляторные батареи, как мы купили инвертор, начали разбираться в этой системе. Буржуйку купили для того, чтобы в квартире ее установить и топить дровами. Ну что, все, мы разжигаем печку. Лада пришла специально ради этого исторического момента. Да, кстати, привет. Да, это Лада
Все остальное время она наблюдала со стороны, как я монтировал, но вот когда уже я смонтировал печку, то... Это вообще была моя идея. Буржуйка это я. Первое возгорание внутри нашей печки. Давайте понаблюдаем за дымом. Такой белый дымок, небольшой пока. Как мы закрывали огурцы, мы думали, что будет голод вообще. Запасались как могли. Было очень сложно, но мы все же всю эту зиму надеялись и ждали, что война закончится. Но на то время были такие надежды все-таки, и были события к этому как бы подвигающие. Но к лету мы уже поняли, что это все надолго, и начали задумываться о том, чтобы как-то уехать. Многие из тех зрителей, которые подписались недавно, не знают, как мы уехали, поэтому я здесь расскажу. Моя мама инвалид 2 группы, а по закону сопровождающий человек, родственник, сопровождающий инвалида 2 группы, может с таким человеком выехать за границу. То есть мы уехали законно, хотя я считаю, что само перекрытие границ, невыпускание мужчин за границу само по себе незаконно. Ну все, мы выехали, покидаем Ирпень, возможно, надолго. Flames are gone now, and I watched you walk straight out of that door. Когда мы уже решили уезжать, мы ничего не знали про Германию, мало знали про Европу. Вообще, честно говоря, совершенно не хотелось ехать, совершенно. Вот в Германию я 3 дня плакала, потому что мне надо уезжать из дома. Я вообще не хотела ехать никуда. По этой причине многие люди, несмотря на опасность, сейчас остаются в Украине. Я спрашиваю, почему вы не хотите уехать, женщинам же путь открыт. И они говорят, мы здесь себя чувствуем нормально, да, опасно, но это дом, здесь все привычно. Это говорит о том, как психологически сложно в эмиграции бывает людям. И если бы не помощь, например, вот как раз конкретная помощь Германии, о которой мы расскажем чуть позже, нам бы было очень сложно здесь адаптироваться. Ну, во-первых, у нас не было денег, начнем с этого. Мы за этот год, который, в общем-то, мы сидели в этом домике, потом жили в Ирпени, мы потратили все свои сбережения, у нас, то есть практически ничего не было, только, может быть, на бензин, на дорогу. Виталик, не падай. Это все. То есть снимать жилье в Германии мы бы не смогли. Вообще где-либо. То есть мы могли бы приехать просто в Польшу, да, и попробовать там снять жилье, найти работу, но на жилье у нас не было денег. Поэтому, естественно, мы разведали, где какие условия, и поняли, что в Германии одни из самых лучших условий по пособию, по приему беженцев. К тому же оказалось, что в Германии находился наш друг Даниил. Он находился на тот момент уже почти год в городе Гайслинген. И я с ним связался через Facebook, а мы до этого не виделись очень долго. И спросил: Даниил, ты рекомендуешь мне приехать в Германию или еще куда-то? Он говорит: езжай ко мне. А что на столе? По-ирландски, да? По-португальски. Чувак говорит: тут классно, я тебе помогу, давай приезжай. И, в общем, таким образом мы выбрали маршрут и поехали. Ехали мы долго, самые большие приключения, конечно же, и нервы были на границе. Но все видео есть, на этом канале есть видео с тем, как мы ехали. И приехав сюда, мы выяснили, что Германия, оказывается, она вот такая. И Германия сразу же очень нам сильно стала помогать. Первые впечатления после того, как мы пересекли границу, это, конечно, были самые сильные впечатления вообще после 2 лет.
Во-первых, мы увидели самолет. Люди, смотрите, планеры летают, самолеты летают. Мы, живя в Украине, уже давно не видели над собой самолета. Если в Украине что-то летит в небе, это угроза. Нами воспринимается как опасность. А здесь летают мирные самолетики. Боже мой, куда мы попали? Здесь не бомбят. Полиция, едет полиция, от которой не надо прятаться. То есть ты просто человек. В общем, что я могу сказать? Когда мы пересекли границу, мы просто час ехали молча. Мы приехали, кто мы? Мы приехали вообще из Украины, беженцы. Нам дали просто по 300 евро сразу. По 100 евро каждому. Настроя нам дали 300 евро просто вот первый же день. Мы, нам никогда никто ничего не давал. Потом нам Бесплатно, дали да. жилье, потом нам дали квартиру, за нас платят страховку, нам дали возможность выучить язык, заплатили за курсы, платят на еду каждый месяц. То есть это какой-то коммунизм вообще. Смотрите, эта церковь построена в 15 веке бенедиктинскими монахами. Здесь есть какое-то карстовое озеро. Карстовое — это значит, что под низом у него есть карстовые пещеры, наполненные водой. Говорят, очень красивое, мы еще не видели, но продолжим наш рассказ. Мне кажется, мы нашли подходящее кафе. По крайней мере, здесь мало людей, практически никого нету, много столиков и что-то вкусное здесь. В общем, мы с Ладой решили взять такие 2 запеканочки и по чаечку. Кофе что нам не заходит в последнее время. Предпочитаем черный чай. Это угощение стоило нам 13,90. Ты заплатил? В принципе, почти такая же цена, как везде. Цена варьируется, там плюс-минус пару евро. Ничего себе, да? У беженцев в Германии есть разные статусы. Украинцам, которые приехали после 24 февраля 2022 года, дали статус временной защиты, параграф 24. А есть еще статус азюль. Это для других беженцев из стран Ближнего Востока, например, политических беженцев. Статус временной защиты по деньгам, он такой же, как и статус безработного в Германии, гражданина Германии. Например, взрослому человеку, безработному в Германии, выплачивают 563 евро, это сейчас. Вот, если это 2 взрослых человека, то есть в браке, муж и жена, как мы с Ладой, то таким людям выплачивают по 506 евро на каждого человека. На детей от 14 до 17 лет выплачивают по 471 евро. На детей чуть младше, от 6 до 13 лет, выплачивают по 390 евро. И дети до 6 лет получают по 357 евро. Такие оказались здесь выплаты, и это очень хорошие выплаты. Кроме того, что Германия оплачивает вам жилье, и, естественно, не всякое, не любое, не самое дорогое, а социальное жилье. И платит еще медицинскую страховку. Мы благодарны, вообще очень благодарны Германии, благодарны людям. Единственное, что, конечно, в комментариях, вот единственный, негатив вообще, это у нас в комментариях под видео. Не только у нас. Мне кажется, у любых украинцев, которые ведут ТикТок или В Ютуб, жизни мы не видели или путешествуют, негатива, или да. еще что-нибудь, есть такие комментаторы, которые говорят: халявщики, вы сидите на Хейтеры. шее, на наших налогах. Кстати, хочу сказать, что с марта месяца Джоб-центр снова пересмотрит наши пособия, и, скорее всего, что уже с лета нам Возможно, ничего не будет даже платить. не будет ничего платить. Мы не знаем. Мы сейчас подали, опять декларацию, сколько мы заработали за реальные каждый деньги. месяц, реальные деньги, все, но без налогов, потому что налоги мы ждем
тоже с налоговой, сколько нам надо будет платить, как это все, сколько у нас в оконцовке останется денег. Вот, Чистыми, да, это еще чистыми. неизвестно, но в любом случае, я думаю, в марте месяце уже Джоб-центр пересчитает наши пособия, и, скорее всего, мы уже будем самостоятельными. Ну, если даже будут или же доплачивать нам там 100 евро, я не да, знаю, может быть. возможно, нам минимальные деньги оставят, там, поскольку есть какая-то сумма прожиточного минимума. Я встречал в больнице, где маме делали операцию в Ульме, я встретил женщину, которая из поздних переселенцев, из Казахстана. Она говорила на русском языке и живет здесь больше 20 лет. И она мне сказала, что когда они приехали в Германию, им поступали такие же претензии от тех людей, которые приехали еще раньше, чем они. Точно так же, это Да, как они в армии, говорили, дедовщина. Да, вы халявщики, вы живете за наши налоги, вы тут понаехали, с вами теперь в Германии стало хуже, как к нам сейчас говорят, в Германии стало хуже. Они, наверное, они почему-то считают, что они стали с приездом именно украинцев стали платить больше налогов, но это вообще-то не так. Это не так, конечно. Даже если бы мы не приехали, все равно люди платили бы те же Те самые налоги, это просто какой-то если- неприезд чисто к А если Украине. уровень жизни падает, то это тоже имеет причины вообще общемировые тенденции. Во всех странах есть инфляция, во всех странах падает уровень жизни. Это зависит от каких-то процессов экономических, не только от нас. Конечно, много украинцев приехало, я согласен, но мы же не первые, кто приехали в эту страну. Те же поздние переселенцы, тоже их очень много приехало. И им, в принципе, давали такие же преференции, как и Но нам. мы знаем одного такого переселенца, вот мамин друг. Я приехал давно сюда, еще Коуфланта даже этого не было, потому как открылся давно. Ага, это вы в Гаслине? Я вот тут жил на Урале, как бы, А на Урале вы из России. из России. А вы уже и по-немецки говорите, нет? Ничего не научился с русским. Не получилось? Вот он живет здесь 20 лет, он здесь нашел работу, он работал без знания языка. Язык он не знает до сих пор, он говорит только на русском. Но он здесь проработал 20 лет. Пенсии он не заработал здесь, и он на таких же самых условиях, как и наша мама, Как и мама, находится здесь. То есть он получает часть Своей пособия российской здесь, и плюс ему платят российскую пенсию, то есть из России пенсию. Да, но он отличается от поздних переселенцев, знаешь, чем? Тем давали гражданство сразу, а этому не дали, потому что Но у он, него есть видимо, временный вид на жительство. Да. Но тем не Документ. менее, не будучи гражданином, он получает от Германии социальное пособие, и он уже в таком возрасте, когда он точно не будет больше работать. Германия ничего от него не Пенсионер. ждет, да, и дает ему пособие. И я не знаю, по идее, таким людям должны тоже предъявляться претензии, да? Халявщики и всякое Но такое. да? это все закон, это все больше вопросы к правительству, не к самим людям больше. Да. Да. Людей нельзя упрекать в том, что они берут то, что им дают. Да, но это очень странно было бы, если тебе предлагают выучить язык, если тебе предлагают помощь в адаптации, ты говоришь, нет, Ну я да, не ты такой буду, вот правильный, но пойду люди сразу сам. неправильные, все неправильные, все мы, вот любого поставим на это место, и он будет делать так, как и другие делают. Самое мне главное, кажется. что люди, которые нас упрекают, они сами получали такую же помощь. Те люди, которые приехали еще в начале 90-х, они получали еще помощь в марках, в дойчмарках, и тогда просто были другие суммы этих дойчмарок, трудно сравнить сейчас, но это приблизительно эквивалентная помощь. В те времена цены были другие, и они получали, например, тогда по 530 дойчмарок и по 600 дойчмарок, вот у меня здесь написано. Сейчас это 270 евро и 300 евро, вроде как в евро это меньше, но на самом деле Эквивалентно тому, да, что покупательные способности. способности в то время, да. Вот так вот подходишь, такой гусь. Он с нами здоровается. Он здоровается, он хотел, чтобы мы ему Алло. что-нибудь кинули сожрать. А Немецкий гусь. у нас ничего нету, и тем более мы... Красавец. Тем более мы слышали, их нельзя кормить, а штрафовать жизнь. могут. В общем, несмотря на то, что в Германии дожди, сыро, пасмурно, здесь очень красиво, и нам нравится, мы
практически полюбили эту страну. И, естественно, мы очень благодарны ей за помощь. В Германии уже темнеет, вечереет, мы уже промокли, продрогли с Ладой, но все равно счастливые, потому что мы увидели новый город, который называется Бляуборен. Очень симпатичный небольшой городок, рекомендуем всем приезжать, но в хорошую погоду. Если вам понравилось, поставьте лайк под этим видео, подписывайтесь на наш канал, на все наши видео, пересматривайте наши все прошлые видео, потому что там есть много интересного о том, как мы сюда приехали, через какие перипетии мы проходили, как мы жили в лагере, как потом сняли квартиру, как потом ходили на курсы. Все это есть у нас на канале, поэтому подписывайтесь, смотрите, лайкайте. И мы всем желаем хорошего настроения, удачи в жизни. Если вы... Мира обязательно, потому что это самое главное сейчас. И если вы живете в Германии, то, пожалуйста, бывайте в красивых городах. В Германии это все доступно, это все не так сложно. Поэтому всем хорошего настроения, до новых встреч. Пока. Пока. But there are reasons for